Состояние, когда вам кажется, что ваш мозг затуманен, что вы не способны сконцентрироваться, становится все более и более распространенным. Но многие не замечают причин, вызвавших его. Начнем с банального. Посмотрите, как вы сидите. Насколько вы скрутились. Насколько и как расположены ваши плечи. А теперь сядьте, как бы вы сели, будучи максимально заинтересованы в чем-либо. Не поленитесь, сделайте это прямо сейчас, и уже совсем скоро вы заметите, как изменилось ваше состояние. Когда у вас много энергии, вы сидите прямо. Когда вы счастливы и успешны, ваши плечи распрямлены. Послушайте меня внимательно. Не у вас плохая концентрация, а вы создаете себе плохую концентрацию. Не у вас затуманенное сознание. Вы создаете себе такое сознание. Вы сидите сгорбившись, скрутившись и пережимаете нижнюю треть легких, а нижняя треть поглощает 2/3 всего кислорода. Как думаете, нужен вашему мозгу кислород? А ведь именно поэтому люди постоянно устают. Если вы хотите достичь пика своих умственных возможностей, если вы хотите жить и работать в лучших условиях, создайте себе их сами. В этой серии видеороликов я расскажу и научу вас простым приемам и навыкам, которые останутся с вами до конца жизни. А вы, используя их, сможете качественно улучшить собственную работоспособность и концентрацию. Хотите провести свой день успешно? Тогда сделайте успешным первый час после пробуждения. Повторю для вас снова. Если вы хотите провести свой день успешно, то сделайте успешным первый час после вашего пробуждения. У вас есть 3 главных врага, которые отвлекают вас от поставленных целей. Первый – это цифровая перегрузка. Слишком много требований, слишком мало времени и слишком много информации. Думаю, вы слышали, что такое деменция. Если нет, то напомню. Деменция – это такое заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные способности больного, то есть способность мыслить. Деменция вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способность ориентироваться во времени и в пространстве, а также способность узнавать людей и предметы. Так вот, вторым врагом является цифровая деменция. Мы перепоручаем работу мозга устройствам и буквально тупеем. Смартфоны, компьютеры отупляют нас. Поэтому, когда у вас возникнет необходимость проверить правильность написания слов или перевести слово на другой язык, не поленитесь. Возьмите словарь и сами найдите нужный вам вариант. Не используйте Википедию или Google переводчик, как бы вам этого не хотелось и как бы вам не казалось, что это ускорит вашу работу. Помните, с каждым разом, когда вы обращаетесь к электронным нашим помощникам, вы становитесь немножко тупее. Совсем недавно проводился эксперимент, результаты которого показали, что когда GPS автомобиля говорит нам, когда и куда повернуть, мы упускаем первые признаки деменции, потому что не замечаем провалы в памяти. Это и есть цифровая деменция. Все эти полезные гаджеты, так называемые костыли, помогают нам, но делают нас при этом слабее. Третий цифровой враг – это отвлечение. Все говорят о концентрации, как ее улучшить. И в то же время весь окружающий мир борется за наше внимание. На вас просто сыпется гора мусора из соцсетей, новостных каналов, радиостанций. Теперь я вам расскажу об одном из лучших лайфхаков для мозга, но большинству из вас он не понравится. Тем не менее, худшая привычка – это брать телефон в первый час дня. Это наихудшая привычка, если вам нужна высокая работоспособность. Поэтому постарайтесь приучить себя не брать смартфон в руки, как только вы проснулись. Позвольте сказать почему. Вы все наверняка слышали, что у большинства людей, которые достигли успеха, существует список тех дел, которые необходимо выполнить в первую очередь. Однако у самых успешных из них есть еще второй список, чего нельзя делать. И он может быть даже больше и даже важнее. Они четко понимают, чем не будут заниматься, потому что им нельзя терять время, нельзя терять силы, нельзя терять внимание. И обязательно в этом списке под номером 1 будет многозадачность. Все исследователи в один голос говорят, что делать несколько дел одновременно невозможно.
Конечно, можно выполнять несколько дел одновременно. Разговаривать по телефону, прижав его к плечу головой, готовить еду и помогать решать домашние задания своему ребенку. Но я говорю об умственной работе. В действительности вы не делаете несколько дел одновременно, а просто быстро переключаетесь между ними. Химия тела такова. Новое задание – вброс дофамина. Вам кажется, что вы очень продуктивны, но по факту все наоборот. Дофамин создает сильное ощущение предвкушения от полученного результата. В реальности, когда вы переключаетесь с одного дела на другое, мозгу требуется от 5 до 20 минут, чтобы перенаправить внимание и сконцентрироваться. Проводилось ряд исследований на работниках различных профессий, и выяснилось, что многозадачность только увеличит вероятность ошибок. Вы тратите время и хуже работаете, поэтому лучшие из лучших этого избегают. Правда, не берите телефон в первый час дня. Я скажу почему. Потому что так мы учим мозг отвлекаться. Как часто вы отвлекаетесь на работе для просмотра сообщений в соцсетях? Только честно. По статистике, среднестатистический человек проводит в интернете 6 часов 43 минуты каждый день, что составляет более 100 дней на пользователя в год. Если оставить около 8 часов еще на сон, то это будет означать, что более 40% бодрствования мы проводим в интернете. Каждый лайк, репост, комментарий вызывает вброс дофамина, вызывает зависимость, влияет на мотивацию и обучение. Мотивация начинает ассоциироваться с конкретными стимулами. Еще один лайфхак. Просто отключить Wi-Fi или выдернуть шнур из компьютера неэффективно. Вы всегда сможете совершить обратное действие, если не будете обладать силой воли. Интернет-блокировщик отключает все сетевые соединения и гарантирует, что ничто не будет вас отвлекать от работы на заданный промежуток времени. Вернуть интернет получится только с помощью перезагрузки компьютера. Если интернет нужен для работы, но удержаться от соблазна зайти хоть на минуточку в Facebook тяжело, то попробуйте воспользоваться блокиратором веб-сайтов. В него надо внести ресурсы, которые вас отвлекают, и установить время, в течение которого доступ к ним будет ограничен. В этом случае разблокировать сайты не поможет перезагрузка компьютера. Если утром в первую очередь вы смотрите лайки, комментарии, репосты, видео с кошечками, да в общем что угодно, ваше внимание рассеивается и мозг учится отвлекаться. А потом вы думаете, почему так тяжело сосредоточиться. Недавно в Фейсбуке писали, что у нас внимание хуже, чем у золотой рыбки. Золотая рыбка удерживает внимание на объекте в течение 9 секунд, а люди 8. Потом мы переключаемся. Неважно, правда это или нет, идея понятна. Вы берете в руки телефон, он обучает ваш мозг отвлекаться. Скажу больше. Вы не только отвлекаетесь, но и становитесь реактивными. Что это означает? Если вы хотите создать бизнес, вам нельзя реагировать на все подряд. На протяжении дня мозг работает на разных волновых частотах. Не углубляясь, сейчас у вас бета-волны. Вы в сознании. Во время сна у вас дельта-волны. В промежутке 2 критические стадии – тета и альфа. Тета-волны – это состояние творчества. Когда Эйнштейн проводил свои мысленные эксперименты, его мозг работал на тета-волнах на границе с дельта. Он сидел в своем кресле, держал в руках камень, представлял себя на луче света и так далее. У него было сильно развитое левое полушарие. Он придумывал различные математические формулы, но эксперименты проводил за счет креативности правого. Зачем он держал камень? Если он уснет, камень упадет и разбудит его. Эйнштейну не были нужны дельта-волны. Ему были нужны тета-волны, волны креативности. Знаете, где мозг проще всего переключаться на них? В душе. Кому в душе приходила в голову хорошая идея? Приходило вдохновение? Хотелось записать свои мысли. Душ переключает вас на тета-волны. Вы становитесь продуктивными. А альфа-волны между бета и тета-волнами называют расслабленной осведомленностью. Это такое полугипнотическое состояние, когда вы поглощаете информацию, когда медитируете, когда ходите в поток. Вы когда-нибудь говорили с человеком, который смотрит телевизионную передачу?
или спортивный канал, или какую-нибудь любимую его программу. Он так увлечен, что вообще вас не слышит. Он в трансе. Его мозг работает на альфа-волнах. Телевизор переключает вас на альфа-волны. Внутренний критик в этот момент отключается, и информация, поступающая к вам, абсолютно не фильтруется. Вы уязвимы, не критичны к информации в этот момент. Теперь снова возвращаемся к нашему утру. Утром вы просыпаетесь, у вас альфа и тета-волны. Вы берете телефон и перепрограммируете мозг на отвлечение. СМСки, голосовое сообщение, почта. Всем от вас что-то нужно, причем срочно. Любое входящее сообщение – это удобная система чужого диктата вашей жизни. Знакомо? Если вы сами хотите строить собственную жизнь, собственный день, если вы хотите побеждать, зачем вам в первую очередь смотреть на все это и быть реактивным? У меня есть 3 задачи на каждый день в личной и профессиональной жизни. И все. Я открываю список дел и вижу только самое важное, что больше всего приблизит меня к цели. А теперь давайте подведем итоги. У вас есть 3 главных врага, которые отвлекают вас от поставленных целей. Первый – это цифровая перегрузка, слишком много требований, слишком мало времени, слишком много информации. Вторым врагом является цифровая деменция. Мы перепоручаем работу мозга устройствам и буквально тупеем от этого. Третий цифровой враг – это отвлечение. Как с этим бороться? На тренингах я всегда призываю сделайте успешным первый час после пробуждения. Посвятите его медитации или продумайте свои действия на этот день. Минимум времени проводите в соцсетях. Никакой многозадачности при планировании ежедневной работы. Для наибольшей эффективности вам необходимо сделать не более 3 действий в день, которые приблизят вас к реализации цели. И в завершение вышесказанного хочу пожелать вам осознанного отношения к вашей жизни. С вами был Дмитрий Паршуков. Не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропускать новые видео. Поставьте лайк. До новых встреч!